Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу вам, как на самом деле влияет дата вашего рождения на вашу жизнь. Как влияет дата рождения, место вашего рождения и, конечно же, время рождения. Потому что это три важных составляющих для астролога. И на основе этих данных, собственно, про вас можно рассказать все. Можно рассказать ваше прошлое, можно рассказать ваше будущее, естественно, где вы в данный момент находитесь в настоящем. Да, как влияет на самом-то деле дата рождения, потому что если вы отмотаете историю вперед, назад, то вы увидите, что впереди нас ждут очень много интересных событий. И да, можно сразу предугадать и посмотреть, судя по астропроцессору, какие люди будут рождаться. Это на самом деле очень интересно и увлекательно. Но не менее интересно, я люблю всегда мотать в прошлое программу и смотреть, какие же люди рождались ранее. Да, месяц вашего рождения, это говорит, конечно же, о вашем знаке Солнца. Это очень важная информация. И, конечно же, потому, в какой стихии вы черпаете свою энергию, такой историей и наполняется ваша жизнь. То есть, если вы по знаку зодиака Скорпион, то, конечно же, ваша жизнь экстремальна, интенсивна и очень интересна, очень увлекательна. Если же ваше Солнце, то есть вы родились в марте, конечно, в марте можно родиться еще и Овном. И да, знать день своего рождения, именно дату своего рождения, это очень важно. И если же ваше Солнце в Рыбах, то вы очень творческий человек, да, и ваше Солнце, то есть вы как человек питаете энергию с творческих начинаний, с творческих действий, музицируете вы, пишете картину, пишете ли вы стихи или просто поете в хоре, танцуете. Вы творческий человек, хотите вы этого или нет, и вы черпаете энергию для своего развития именно в творчестве. Если же вы родились в конце марта, то вы Овен, и здесь, конечно же, активное время, интересное время, и вы хотите вы того или не хотите, вы в прямом смысле ускоряетесь. Вам для того, чтобы в этой жизни что-то сделать, вам необходимо ускориться. Вот такой уж Овен знак зодиака, что если он будет сидеть и тупить, то есть долго над чем-то думать, бояться принимать решения, то да, представляете, у Овна вся жизнь пойдет наперекосяк. И родились ли вы именно в эту дату рождения или в другую. И представляете, даже Овны еще бывают разные, да, ну, например, 4 апреля. В этот день у нас родились Роберт Дауни-младший, у нас родился Дмитрий Нагиев. В этот момент у нас родился потрясающий актер, который играл Джокера, да, это Хит Леджер. Они родились в разные времена, но они родились в один день. И здесь, конечно же, отмотать, посмотреть их все натальные карты, у них интересные события на небе, у них интересные аспекты, и планеты расположены в том самом времени, что они играют очень интересные роли в своей жизни, и, конечно же, они очень ускорены. То есть, если вы посмотрите, то это типичный такой интересный, активный Овен. И здесь нет ничего такого странного, да, просто нужно знать дату своего рождения, да, то есть точно так же по аналогии, если вы родились и ваше Солнце в Тельце, то здесь, конечно же, перечислив все знаки зодиаки по чуть-чуть, потому что для того, чтобы не было никому обидно, потому что мне всегда говорят, расскажите про наш знак. Поэтому если вы Телец по Солнцу, вы знаете свою дату рождения, то вы хотите, не хотите, вы немножко приземляетесь, потому что Телец – это земная стихия, это стихия продуктивности. Здесь уже необходима стабильность. Вот эта скорость и быстрота Овна уже отходит на второй план, и Тельцу для того, чтобы что-то в своей жизни сделать, необходимо замедлиться, остановиться,
подумать продуктивно, конструктивно, для того, чтобы что-то сделать. И начинать, собственно, делать медленно и верно, вот так про Тельца. Если же вы родились близнецом, то здесь, конечно же, история того, что для того, чтобы у вас в жизни что-то получалось, вам необходимо учиться. Вот такая история. Учиться, еще раз учиться, коммуницировать, быть там, здесь, путешествовать, передвигаться, общаться, наводить контакт. То есть дружить с людьми, быть постоянно в таком потоке. Это относится ко всем воздушным знакам, только у Весов и Водолея специфика другая. Если же вы родились раками, то если же вы хотите, чтобы у вас в жизни все получалось, то вам необходимо, чтобы семья стала вашим культом. И здесь, конечно же, даже те люди, у которых, казалось бы, в личной, в семейной жизни не получилось, да, например, наш любимый известный Вин Дизель, да, но мы все его знаем, актера, у него на самом деле в себе, в личной жизни, в семье история сложная, но у него зато есть кассовый фильм, который все мы с вами вместе смотрим и понимаем, что у него главный принцип по жизни – это семья. Вот такой интересный рак, да, знак зодиака, который даже в фильме воплотил идею, мечту своей жизни. И, ребят, хотим мы этого, не хотим, но солнечный знак и дата нашего рождения, она просто феноменально влияет на нас. То есть именно там мы черпаем энергию. Лев, если же вы родились львом, то хотите вы или не хотите, то, конечно же, ваша гордыня будет вашим главным испытанием по жизни, и при этом ваша гордыня будет вас понимать. То есть здесь необходимо искать баланс, быть самым ярким, самым активным, самым классным, выделяться из толпы. Вот такой яркий, огненный лев, при этом быть потрясающим львом, который заботится о своем потомстве, чтобы дети были сыты, довольны, счастливы, и тогда льву на самом деле тоже хорошо. Хотите вы этого или нет, но все львы черпают свою энергию в своих детях, рождают своих же маленьких копий для того, чтобы смотреть, наблюдаться и давать себе такое подтверждение, какой же я все-таки классный, да, потому что дети у меня классные, и я классный, и это одно и то же. Если же вы родились девой, то хотите вы этого или нет, но практичность, прагматичность, красота, забота, уход о себе, все бьюти-процедуры, все моменты, где необходимо подумать, просчитать, отнестись практично к определенным вещам, то есть это основа вашей жизни, то есть необходимо постоянно быть в порядке в красоте, в мыслях, в одежде, в здоровье, то есть быть постоянно начеку, что что-то где-то может пойти не так, и об этом позаботиться, потому что главный культ девы – это такая забота. Сначала начинается она о себе, потом начинается о своих близких, поэтому заботушка – это про дев, при этом девам необходимо много чего знать, много чего выучить для того, чтобы понимать просто, что в жизни, как устроено, поэтому дева – это умный, интеллектуальный знак, и девами управляет Меркурий, интеллект. Если же вы родились весами, то хотите вы или нет, то ваше счастье черпаете вы свою энергию во второй половинке, в партнерских отношениях. Партнеритесь ли вы на работе, если у вас партнеры по работе в бизнесе, да, либо же у вас классная, интересная личная жизнь, и вы строите вот это любовное свое партнерство, вы живете хорошо и в этом партнерстве развиваетесь. Очень сложно весам жить одиночками, потому что у нас весами управляет Венера, Венера – планета любви, в том числе финансов, хорошего благосостояния, для того, чтобы все было красиво, для того, чтобы все было интеллигентно, для того, чтобы все выглядело просто с иголочки, да? И весы точно такие же. И вот это вот все с иголочки, все это идеально красиво должно быть в партнерстве в том числе. И поэтому очень часто жизнь весов проверяет именно на партнерство, для того, чтобы не просто, чтобы все было плохо, нет, для того, чтобы вы научились и показали эту красоту всему миру. Вот такой интересный знак зодиака, очень может быть добрым, может быть очень злым, может очень тормозить, может наоборот ускоряться, всю жизнь на балансе
балансе. И для весов, да, самая важная история – это баланс. Весы могут быть классным другом или просто каким-то лютым врагом, потому что весы балансируют, и весовский 7-й дом отвечает у нас и за партнерство, и за вражду в том числе. Поэтому, если вы весы так себе, дипломат не от Бога, значит, другие вопросики будут тоже провисать. Если вы родились скорпионом, то здесь, ребята, понимаете, хотите вы того или нет, то ваша жизнь будет экстремальна. Ваша жизнь будет с постоянными проверками на прочность. Ваша жизнь не будет простой. Ваша жизнь будет словно между двух миров. И здесь, конечно же, понимаете, что какой путь вы изберете? Вы изберете путь светлый, добрый, помогая людям, как, собственно, для этого и планировался глобальный замысел Скорпиона и управитель его Плутон, потому что основная функция Плутона – помогать. Сейчас, конечно, все говорят, что придет Плутон, поменяет знак и всех раздавит. Раздавит негодяев, хороших людей он трогать не будет. Тех людей, кто живет своей жизнью, кто спасает, помогает этот мир, Плутон, естественно, не трогает. И, естественно, те скорпионы, которые творят добро, они живут очень хорошо. Те скорпионы, которые помогают благотворительность не за деньги, а для того, чтобы спасти и помочь этому миру от сердца. Эти скорпионы классные скорпионы. Те скорпионы, которые в силу боли, внутренних переживаний, терзаний, проблем выбирают путь быть злым и мстительным скорпионом, таким, скорее всего, бывает сложновато. В какой-то момент жизни они просто устают бороться, озлабливаются и вот как-то вот проживают свою жизнь не так, как хочется. И здесь, конечно же, понимаете, что энергию, дорогие скорпионы, вы черпаете, если вы не живете свою жизнь, если вы вот переживаете все трудности, вот ждете, пока все закончится. Трудности продолжаются до тех пор, пока вы не начинаете в них участвовать, переживать, бороться с ними, настраивать свою жизнь. И Скорпион тот знак, который не боится. Не боится засучить рукава и начать разбираться во всех проблемах. От этого его солнышко горит очень сильно, а от этого Скорпион такой сильный, потому что это тот знак зодиака, который может все трудности пережить. И это тоже партнерский знак зодиака, который черпает энергию в партнерских отношениях. Поэтому родиться Скорпионом, я хочу сказать, это очень мощно. И если вы Скорпион без второй половинки, задумайтесь. Да, это доставляет вам определенные вопросики, где-то очень сложно. Сложно там, потому что вы не пускаете в свое сердце. Пустите в свое сердце, сбросьте броню, и будет вам счастье. Только в отношениях вы растете, раскрываетесь, и раскрываетесь как знак зодиака Скорпион. Если же вы родились Стрельцом, то это, я бы сказала, высшая октава огненного знака. И здесь, конечно же, скорость, экспрессия, я так люблю это называть, интеллект, коммуникация, движение в глобальном масштабе. То есть если Овен наводит движ вот здесь и сейчас быстро, максимально мощно, активно, то Стрелец наводит, конечно же, этот движ уже в международном масштабе. И здесь, конечно, хотите вы или нет, но Стрелец максимально развивается, общаясь со всем миром, имея мудрость при всех сложных ситуациях, которые происходят в мире, при всех различных мнениях. Стрелец, мудрый и классный Стрелец, всегда находит стыковки, коммуницирует, неважно на каком языке, потому что Стрельцу они даются. Точно так же, кстати, и Близнецам иностранные языки даются очень легко. Поэтому хотите вы этого или нет, дорогие Стрельцы, но вы черпаете свою энергию, когда вы обретаете мудрость в обучении, в коммуникации, в международной коммуникации и в том числе обучая других людей, когда вы делитесь своей мудростью. Если же вы родились Козерогом, конечно же, ваше Солнце питает энергию в максимальных трудностях, сложных трудностях, даже в одиночестве, когда вы идете по карьерной лестнице, строите бизнес, работу, идете в социальной карьерной лестнице вверх, и здесь хотите вы или нет, но вас это закаляет.
Быть козерогом очень сложно, естественно, но если вы родились козерогом, то все сложности, которые в жизни у вас есть, знаете, вы переживете. Нет ничего в этом такого сложного. Родиться козерогом, конечно же. Все другие знаки зодиака, вам хочется сказать, ну почему вот нельзя было родиться раком? Все просто тепленько и по-семейному. Представляете, раки тоже думают, что у них сложная жизнь. Каждый знак зодиака, поверьте, всегда думает, что у них сложная жизнь. Поэтому, дорогие козероги, не думайте, что у вас она сложнее, чем у кого-либо. Она ровно такая, насколько вы готовы бороться со всеми трудностями и со всем разобраться. Поэтому да, родившись козерогом, вы черпаете энергию в мощности, в аскезе, в умении проходить трудности, отказывать себе в лишнем ради высшей цели, ради достижения своей цели. Не все знаки зодиака могут похвастаться таким скиллом, поэтому цените эти качества, которые у вас есть. Ну и, конечно же, если вы родились водолеем, то я бы так сказала, это гениальный знак зодиака. Гениальный, ленивый, непредсказуемый, но при этом очень интересный. Да? И хотите вы этого или нет, но вы черпаете во всем этом энергию. Даже если вы ленивый водолей, то вы черпаете энергию просто вот так, тусуя с друзьями, ничего особо не делаете. Вот такой, да, знак зодиака. Если же вы водолей посложнее, то вы, конечно же, черпаете энергию с научных знаний, с разработок, с высокоинтеллектуальными знаниями, сотрудничества с большими крупными компаниями, фондами, те, которые работают в международном масштабе и спасают человечество. Да, представляете, если каждый знак зодиака будет на самом деле придерживаться своего знака, представляете, сколько счастливых людей будет больше, да? И здесь просто понимать, почему вы родились в тот определенный день, почему на небе складываются определенные планеты, соединяются. Еще бывают такие дни, когда несколько, 3, 4, 5 планет, особенно очень много выдающихся людей родилось у нас весной и осенью, да, и там всегда у нас каждый год соединяется очень много планет вместе, и когда вот есть те самые соединения, их в астрологии называют стелиумами, то это в прямом смысле говорит о том, что родился какой-то очень мощный, интересный человек. И с самого детства родителям с этим человеком, да, очень сложно. Это активный, который знает свое мнение, он его активно высказывает, он идет на пролом. Это неудобный ребенок для своего родителя. И здесь такие детки даются только отважным родителям. Поэтому понимайте, что если ваши родители вас всегда защищали и стоят на вашей стороне, потому что они имеют мудрость понимать, что ваш характер вам нужен, и вы родились в этот определенный день для того, чтобы быть этим самым человеком. И здесь, конечно же, ребята, нужно ценить, кто мы. Нужно ценить, кто мы, про что мы, в какой день мы родились, отмечать свой день рождения, ценить свой день рождения. Не просто так мы, астрологи, всегда высчитываем еще и время рождения, да, потому что вы меня спросите, часто меня спрашивают, зачем вам время рождения? Пишут мне, например, просто дату. Бывает очень часто, когда говорят, я родился, там, например, 10 февраля. 10 февраля в 12:30 ночи, то есть в 00:30. Я сажусь считать время, смотрю и понимаю, что из событий прошлого, то человек-то родился не 10 февраля, он родился 9 февраля в 23:50. И представляете, это уже совершенно другой день, а человек всю жизнь считал и думал, что он родился уже в ночь 10 февраля. Представляете, для человека какое осознание? Как так получается? Очень просто. Когда наши родители нас рожали, это было очень давно. Даже сейчас как происходит, да?
Никто же не берет ответственность на то, например, если именно вот сейчас, во время родов, часы в родильном отделении, они остановились. Они остановились за полчаса до родов, например, за 2 часа до родов. То есть привезли на кушетке роженицу, она начала рожать. Никто же за это не берет ответственность. Или же бывает очень часто, когда рожается ребеночек, проходят различные манипуляции, и уже пройдет какое-то там время, и уже просто посмотрят на часы, а прошло, например, 45 минут. Бывают всякие истории в родах, и бывает на то, чтобы спасти жизнь роженицы или ребенка, необходимо время. И это бывает без разницы, какое количество времени, потом врачи смотрят на часы и просто записывают время. Такое так бывает на самом-то деле, а за это время и Луна могла перескочить в другой знак, и Солнце могло поменять знак, потому что у меня даже были на консультациях такие интересные случаи, когда ко мне приходили, говорят, у меня ребенок Водолей, родился 19 февраля, называет время, я говорю, нет, это уже рыбы, уже как час рыбы, то есть Солнце в этот год перешло в знак рыбы пораньше. Она на меня смотрит и удивляется. Я ей показываю программу, почему я так говорю. И только потом мне поверили, сказали, правда, у меня сын рыбы. Я говорю, да, ваш сын рыбы по знаку зодиака. Конечно же, он родился на стыковке знаков, и такое бывает. Но, ребята, это очень важно знать свою дату и время своего рождения, потому что это те ваши координаты по жизни, от которых вы можете ступать дальше. То есть, понимая, кто вы по солнечному знаку, это важная для вас информация, и вы от этого дня черпаете энергию. То есть вы понимаете, кто вы, и вы не ищете розовых единорогов, слоников или пони, и вы про себя все знаете, и с этим осознанием, честно, вы идете по жизни дальше. Вот такой получился небольшой рассказ про важность времени своего рождения. И здесь, ребята, главное не волноваться, не переживать, не смотреть как-то странно на свой знак зодиака, а принимать себя и принимать то, кем ты есть, потому что это самое важное по жизни. И вот смотрите, вы понимаете, в какую дату и в какой месяц вы родились, а еще добавьте к этому год. И каждый год у нас планеты двигаются, каждый год у нас планеты меняются. И из всех этих составляющих мы понимаем, что люди, которые родились в 70-х, они кардинально отличаются от того поколения людей, который родился в 80-х. Мы прекрасно понимаем, что люди 80-х кардинально отличаются от людей, родившихся в нулевых. И представляете, эти люди, которые родились в нулевых, они кардинально отличаются от тех, кто родился в 10-х или в 20-х годах. И здесь, сейчас я просто хочу, чтобы вы поняли, что этот момент, он очень важен. И из всего этого многообразия именно вы родились в определенный день. И здесь, понимаете, для того, чтобы понять, насколько это важно, для того, чтобы родились именно вы, здесь еще такое еще большое, очень мощное осознание ценности жизни, да, для того, чтобы родились именно вы, должно как минимум было случиться событие, что встретились ваши родители. Для того, чтобы родились ваши родители, должны были встретиться их родители. И для того, чтобы... И так, понимаете, вот так получается род. Большой, мощный род. И эта сила рода, то есть представляете, сколько жизней и судеб должно было сложиться, встретиться для того, чтобы получились и случились именно вы. И это такой очень важный момент в жизни, который многие, к сожалению, недооценивают. Ценность жизни, ценность даты своего рождения и как ваша дата рождения, как именно вы влияете на этот мир. Поэтому, когда я записываю какое-то очередное видео, я всегда говорю, ребята,
каждый строим свою жизнь, и таким образом наши действия влияют на мир вокруг. Поэтому здесь нет человека, ни одного человека, кто бы никак не повлиял на другого. Мы все как пальцы на руках, мы все косвенно влияем друг на друга, но мы влияем, даже находясь в разных странах, например, в разных странах кто-то сейчас где-то открывает какое-то приложение, заглядывает, смотрит, например, допустим, это видео, и у него такой эффект, складываются определенные мысли в голове, человек делает определенное осознание и производит определенные действия, то есть он либо остается лежать также на диване, либо начинает жить свою интересную жизнь и понимает, что он все-таки стрелец, и ему необходимо наконец-то сесть и заняться той самой учебой, которой ему мама еще в детстве говорила, а он такой не верил и говорил: мам, зачем? Поэтому понимаете, насколько важны все действия наши, насколько важны все наши решения. И вот с этим большим, интересным, прекрасным миром я, к счастью, к своему работаю. И я очень рада, что у меня есть зрители, которые смотрят меня каждый месяц, для которых это не просто слова, и вы черпаете для себя энергию для действий. Вы понимаете, что необходимо делать, что необходимо делать и когда. И это на самом деле, ребята, очень радует. Дорогие мои зрители, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики, новые, на которые вы можете опереться. И увидимся с вами в следующем видео. Главное, помните в следующий раз, когда я скажу вам записывать свою дату, время и место своего рождения под видео, что это очень важный момент не только для меня, но и для вас. Пока-пока.